Как на нем заработать? Это очень важно, об этом никто не говорит. Вот я говорю, На твой личный взгляд. всех в итоге кинут, Ну давай-то посмотрим еще на биткоин. а свиньи идут под нож. Ну, какой-то небольшой объем. Зарплата тебе не купит квартиру в Москве. Но тогда перейдем к именно технической части. Вот смотри. Всем привет, друзья! С вами канал Криптом ТВ. И у нас продолжение ликбеза по криптовалютам, по криптовалютному рынку. И в гостях у нас Анатолий Радченко. Привет. Привет. Самый, наверное, топовый эксперт по рынку криптовалют в нашей стране. Как ты считаешь? В мире, давай, сразу определимся. Ну, если смотреть правде в глаза, то, наверное, так и есть, потому что ты одним из первых начал заниматься этим рынком. У нас в стране начал его популяризировать, скажем так. Ну, давай начнем с того, как ты к этому пришел. То есть изначально же ты занимался акциями, конкретно занимался фондовым рынком в Штатах, получается, торговал. И что вообще, это отправная точка, где она, как это случилось, что вот он рынок акций, а вот он рынок криптовалют? Ну, то есть трейдинг, С чего все началось? Трейдинг это вообще, то есть не только об акциях. Ты пробуешь все. Это финансовые инструменты, они поэтому называются, что инструменты. Ты, когда видишь заработать, как можно, или какую-то идею даже отыграть, ты выбираешь определенный финансовый инструмент. И в определенный момент ты упираешься где-то в потолок, или, допустим, стагнация американского рынка, либо просто появляется что-то новое, как появился биткоин. И так получилось, мы туда вложили деньги с ребятами, совершенно небольшую сумму. Он тогда был $35. У нас был друг, он на тот момент, у него был самый большой в мире майнинговый пул. То есть он, не сам майнер, то есть именно пул обслуживал. И он как раз тогда нам говорил, что ребята, это вообще просто будущее, это все прям классно. Мы говорим, почему не попробовать? И мы туда вложили ту сумму денег, которую можно было потерять, и это никак не отразилось бы там на нашем уровне жизни, либо там на результатах компании. Ну, какой-то небольшой объем. Да, небольшой, там $50 000 было. И начался бурный рост, естественно, бурный рост, он, как азарт появляется, он тебя будоражит, ты начинаешь там что-то выяснять, как это работает, почему, кто такой Сатоши Накамото, это что такое white paper биткоина. И, как-то все это начало развиваться. И потом появилось $1000 за биткоин, потом крах МТГОКса, потом нам часть денег не отдал МТГОКс. Суды с Японией, это все очень дорого, потом что-то вынули. Причем параллельно мы уже тогда начали в наш торговый терминал, мы уже сделали коннекты к BTC и MTGOX. Еще был... Торговый терминал «Аврора». Да, торговый терминал «Аврора». Мы сделали уже коннекты к топовым биржам и думали, что вот сейчас начнется, но после падения, роста от 35 к 1000 и падения к 250, у всех руки опустились, мы подумали, что все, пузырь сдулся, то есть и ждать как больше не хотелось, и в принципе на эту историю забили, потому что уже никому не был не интересен и трейдинг биткоина, никому не инвестиции в биткоин было, людям тогда вообще объяснить, что такое биткоин, просто невозможно было. Мы были аккуратны, естественно, мы не хотели делать какой-то прыжок веры, и потихонечку вкладывали в какие-то интересные проекты, блокчейны. И в 2016 году в конце начался опять рост биткоина в связи с тем, что в Китае начали ужесточать надзор за контролем перевода денег за границу. И китайцы использовали и майнинг, и непосредственно биткоин для того, чтобы уйти как-то от надзора правительства. Так скажи, пришлось переучиваться как-то? Единственное, что тяжело было, это привыкнуть к скорости. Потому успевать за рынком, да? Да, если, к примеру, ты купил какие-то акции, и они растут, то самая популярная такая поговорка и вообще, то есть просто аксиома, нужно дать прибыли течь. А вот в криптовалюте прибыли течь нельзя давать. По факту сильные резкие движения, которые происходят, нужно половину хотя бы капитала фиксировать, забирать обратно, потом ждать какой-то коррекции или то, что еще не выросло, и заходить туда. И первое время, когда этот был бум, начало 2017 года, мы много где пересидели, скажем так. То есть была возможность закрыться
очень-очень хорошо, но мы выходили, скажем, опять примерно как там в 2014 году с MTGOX, когда уже там эта криптовалюта откатила там больше 50%, ты, грубо говоря, зашел там на 10 тысяч долларов, делаешь 100 и выходишь там не плюс там 80, там, а плюс там 30, плюс 40. То есть... Ну, как бы опыта нет, потому что рынок новый, как бы логично, что... Да не то, что опыта нет, наверное, больше жадность. Жадность, знаешь, есть такая тоже поговорка на профондовый рынок. Наверное, можно применить ко всему. На рынке, типа, и быки, и медведи делают деньги, да, кто и покупает, кто продает. Как бы, а свиньи идут под нож. То есть, вот самые жадные, как бы, вот их... Свиньи. Да, их режут. И, естественно, конечно, когда такой азарт, такие суммы, все, короче, это казино 2.0, вот серьезно. Так а что сейчас? Сейчас мы немножко перестроились, адаптировали нашу систему риск-менеджмента, мы вложились в алготрейдинг, то есть переключили еще, увеличили команду. У нас и так есть алготрейдинг на Америке, у нашего там фонда «Квадрат» есть на России алготрейдинг высокочастотный и арбитраж, и мы сейчас также расширили команду и занимаемся тем же самым на криптовалютах. То есть вот эти все сильные скачки, я просто их помню. Это был там 2007-2008 год, это кризис был, когда я торговал акции, когда ты сегодня там сделал, не знаю, там 150 тысяч долларов за один день, а на следующий день ты потерял 50. И вот эти постоянные перепады настроения, они больше трейдеров выкосили, чем там алкоголь и какие-то запрещенные средства. Я думаю, что к рынку, к этому нужно относиться более долгосрочно. То есть, когда изначально начался, наверное, 2017 год, мы относились к нему как нужно, типа, забрать свое и бежать, потому что, типа, все вокруг дураки, мы умные, всех в итоге кинут, как бы нас не кинут, нужно быстро забрать деньги и уйти. А по факту получается, что чем больше ты погружаешься в экономику вот вообще всей этой системы, то есть, потому что помимо там бирж и людей, и ICO, есть еще там институциональные инвесторы, с которыми приходится так или иначе общаться. Скажем, раньше я не думал никогда, что там, я буду торговать там, с Goldman Sachs. А вот мир криптовалют делает возможно как бы, заключать с ними какие-то сделки. Да, на внебиржевом рынке. И ты понимаешь, как думают они, как думают чуваки, у которых там за спиной там, десятки миллиардов долларов или сотни там, миллиардов долларов капитала. И каким образом они ведут бизнес. И мы поняли, что вообще не важно, сколько стоит биткоин там, сейчас, или через месяц, или через год. Это достаточно долгая игра, и здесь нужно не пытаться заработать на курсовой разнице, типа купить дешево, а продать дорого, а нужно развивать сервисы, экономику процесса, связи налаживать, то есть научиться забирать ликвидность с рынка, чтобы к тебе приходило больше контрагентов, профессиональных трейдеров. То есть профессиональный трейдинг, он сюда приходит, и ему еще нужно время, чтобы сюда... Он еще не пришел. То есть, и поэтому, если там кто-то из зрителей, кто смотрит, типа, интересуется профессиональным трейдингом, то еще вообще не поздно, еще даже рано. То есть есть куда развиваться рынку? Есть. Ниш огромное количество, что можно делать, и все сейчас это какой-то кустарщина, знаешь. Ну, давай вернемся к самому рынку и вот, рассмотрим его с точки зрения именно долгосрочных и, как бы, и краткосрочных, может быть, и среднесрочных целей. На твой личный взгляд, на ваш личный как бы, взгляд с точки зрения компании, это все-таки больше инвестиций или это все-таки и трейдинг тоже, то есть дейтрейдинг может быть какой-то средний срок? Если ты на одну чашу весов положишь усилия, которые ты затрачиваешь на тот же дейтрейдинг, да, на криптовалюте, которая работает 24 часа на 7, а на другой стороне весов ты посмотришь доходность, разницу между buy and hold, то есть купил и держи, и между ежедневными спекуляциями, то, на мой взгляд, разница относительно затраченных усилий не очень большая. Попытаюсь объяснить в цифрах. Но, допустим, за год, к примеру, ты заработал на buy and hold биткоина там 1500%. Мы за прошлый год заработали 4400. То есть, на мой взгляд, даже такая большая разница в цифрах, она абсолютно незначительна. То есть это и так одинаково много, что 1500, что 4400. То есть это одинаково много. Зачем тогда тратить свое здоровье, нервы, там, подвергаться к риску контрагента, еще что-то, если вы это рассматриваете, нежели чем просто купить и держать.
Естественно, у всех разные ситуации, и, на мой взгляд, рынок, он чисто вот сейчас инвестиционный. Многим кажется, что за счет там, быстрого роста и падения нужно спекулятивно к этому относиться, но ты никогда не сможешь постоянно угадывать новый максимум и новый минимум. И вот эта точка зрения, она за прошлый год, она много-много-много раз менялась. И я это не скрываю, то есть я это озвучиваю там в своем блоге. И на мой взгляд, сейчас рынок, он абсолютно инвестиционный, причем с горизонтом там 3-4 года, и, на мой взгляд, это чисто биткоин. То есть, Только биткоин. да, я пытаюсь эволюцию рассказать. Я вначале инвестировал там разные ICO, потому что было понятно, как это работает, и все это было просто за незнанием там многих людей. Потом это начинало все меньше работать, потом я был, так скажем, эфир-максималист. То есть я верил в эфир, то, что вот рынок ICO будет расти, все это будет развиваться. Потом тоже изучая технологию, как медленно она развивается, следил и за Виталиком, и за разработкой Каспера, то есть, да, там Proof of Stake, то, что они делают. Я как-то немножко разочаровался, посмотрел разные мнения людей. Это же правильно, когда у тебя есть свое мнение, пытаться его критически оценивать относительно там, других взглядов. И я пришел к тому, что самое надежное, то, что сейчас есть, самое вероятное, что получит успех, это биткоин. Кстати, вот 2018 год будет годом стейблкоинов, 100%. Стейблкоин — это типа там USDT. Вот появился TrueUSD. Я знаю как минимум еще пяток разных компаний моих знакомых, которые делают свой стейблкоин. Да. Потому что в этом году банки начали зажимать очень сильно операции, связанные с криптовалютой, хотя они не запрещены. То есть даже есть какие-то лицензии там эстонские, которые позволяют что-то делать. Банкам вот насрать. Им намного проще этим не заниматься, чем заниматься и потом получить там по шапке за то, что они это сделали. Поэтому все сейчас будут развивать именно стейблкоины. Я думаю, что мы увидим там TrueUSD, Super TrueUSD там, или всякие другие USD, евро, крипторубль, десяток этих крипторублей. И какие-то платежные сервисы будут выстраиваться на входе фиат крипта. Ну а в чем суть вообще этого стейблкоина, как на нем заработать? То есть если он стабилен? На нем не то, что заработать. Вот смотри, для чего вообще? Вот у тебя есть биткоины. Когда у тебя есть один биткоин, получить за него кэш не составляет вообще никакого проблемы. Ты позвонил Васе, он тебе дал там $8 тысяч, ты ему отдал биткоин, условно. Да, когда у тебя есть 10 миллионов в биткоинах, с кэшем уже начинается проблема. Когда у тебя есть 100 миллионов биткоинов, начинаются очень большие проблемы. Ни банк тебе не выведет, не депонирует эти средства, только в очень редких случаях, и процедура там, KYC, она может занимать там, месяцы в Швейцарии. Да, и ты должен каждый раз платить юристам. А иметь возможность, грубо говоря, быстро некий value пересылать и конвертировать его обратно в биткоин, из биткоина в стейблкоин, очень хорошо. Но вот смотри, ICO какие-то собирают эфир и биткоин. Вот все собрали, какие-то ICO в конце декабря собрали, там, не знаю, там, 50 миллионов долларов в эфире при цене там, 1400. Эфир сейчас стоит 400, падение на 70%. То есть те деньги, которые они привлекли, которые они назвали 50 миллионов долларов, сейчас уже составляют там 20 миллионов долларов, да, или там и то меньше. Зачем им собирать деньги в биткоинах или в эфире? Почему им сразу не собирать деньги в каких-то стейблкоинах? Допустим, там USDT никто не верит, нет аудита, еще что-то. Но понятно же проблема, да? Проблема недоверия. Это не то, что USDT плохой. Есть проблема недоверия, значит, ее можно решить. И кто-то ее решит обязательно. И собирать деньги там в USDT намного же проще и удобнее. Ты их собрал, они у тебя хранятся, они не меняются, ты занимаешься бизнесом, у тебя есть бюджетирование, все становится максимально просто. Представь для стартапа, где есть там 5 студентов, там, не знаю, из MIT, которые вообще ничего не понимают в финансах, они собрали там, не знаю, 10, 15, 20 миллионов биткоинов, и он двигается по 20% вверх-вниз. Кто им будет заниматься этим бюджетированием? Сколько им денег нужно вывести в фиат? Сколько там, фиате, что просто же деньги не должны лежать, они должны работать, там, не знаю, купить какие-то трежерис американские или еще что-то, просто сидеть в биткоине, а если он упадет? Ну давай-то посмотрим еще на биткоин и все-таки все альткоины и так далее, все криптовалюты и на спекулятивную составляющую. Вот как тебе кажется,
Вот, купить биткоин по там, текущей цене там, $8000, предположим, инвесторам, ну, у которых не очень большой объем, да, сложнее, чем купить какой-нибудь Ripple там, по $0,50. Так ты же не обязательно должен покупать целый биткоин. Это на самом деле какая-то очень странная штука. У меня есть один знакомый, я ему говорю: чувак, блин, купи биткоин, когда он еще был $800. Он такой: да нет. Потом это было по 2000, по 5000, там, по 10, по 12. Он все отказывался. И в какой-то момент там, биткоин был там, 12 тысяч. Я говорю: купи. Я говорю: нет, я хочу целый биткоин. Я не хочу половинку там или что-то еще. 12 тысяч, типа, я не хочу тратить. Но это же абсурд, то есть можно купить сколько угодно биткоина. Но тебе не кажется, что вот цене биткоина вырасти там до 100 тысяч, это как бы гораздо сложнее, чем какому-нибудь Ripple вырасти до 10? Согласен, но есть очень, понимаешь, вероятность того, что биткоин вырастет до 100 тысяч, она намного больше, чем вероятность того, что она намного больше. Короче, Ripple может обанкротиться, вот что хочу сказать. Это да, это То есть да. намного проще купить какой-то актив, который растет медленнее, стабильнее, и за ним есть самое большое комьюнити у биткоина, самая большая там мощность сети, майнеры, там, Samsung их производит, там, ну, то есть очень много людей инвестируют в эту экономику. Ну, что такое Ripple? Ripple это просто ну, это странная вообще технология. Ripple, да. Никому не нужна. Да, но возьмем какие-нибудь другие, то есть там лист этих криптовалют, там порядка 1000, там, я не знаю, да, и купить какую-то майнерскую валюту, которая там, ну, вообще ничего не стоит, с расчетом на то, что она, возможно, подорожает, и там доходность, возможно, уже не как, например, с биткоином, то есть сейчас ты покупаешь по 8, цель у него 20-ка, да, потом, когда он 20-ки достигнет, будет какая-то там 30-ка цель, предположим, да, ну, там сколько, 100%, возможно, 200%, да? Мало? Нет, это серьезные деньги, конечно, это серьезные деньги, особенно с точки зрения трейдинга, инвестиций. Если уже говорить о банках, например, о процентах, которые они предлагают тебе, то есть это вообще несопоставимые вещи, да? А все-таки для спекулянта и для какого-то такого, знаешь, небольшого инвестора вот купить что-то очень дешево, все-таки в надежде на то, что бум, как бы, да, там был первый скачок этого бума, сейчас там как бы такая некая коррекция прошла, сейчас что-то устаканилось, и в надежде на то, что все-таки что-то вырастет, ну, хотя бы как эфир, предположим, или там хотя бы как какой-нибудь даже лайткоин. Но угадать следующий эфир, ну, мне кажется, очень сложно будет. Смотри, нет одинакового универсального совета для всех. У каждого человека есть свой риск-профиль. То есть каким образом он относится к риску, да, его толерантность к риску, когда ему нужны деньги, там, нужно ему откладывать для ребенка в институт, нужно ему покупать машину, платить ипотеку, какие у него платежи, там, грубо говоря, постоянный кэшфлоу от зарплаты, он растет или сокращается, он должен кому-то или нет. То есть у каждого человека абсолютно индивидуальная ситуация. Если человек там, готов рисковать, то есть же универсальные там разные, вот у нас, к примеру, есть такая штука, которая называется, если не ошибаюсь, iType. То есть это, грубо говоря, там, продукт, в который ты инвестируешь деньги, и там автоматически вкладывается, там, по-моему, в 10 или в 20 разных перспективных альткоинов, которые, там, по мнению там, трейдера, алгоритма должны там, вырасти. Они постоянно ребалансируются, ты вообще не паришь мозг с этими кошельками, где их хранить, там, риски потерять, что у тебя хакеры отберут. Ты вложил, все, и забыл. Вот у тебя получается максимальный как бы, риск, который может быть. Но, на мой взгляд, сколько ты туда денег положишь? Ну, ты положишь туда, допустим, там, $5000, ну, 10, ну, 15, ну, пусть даже 100. Но в биткоин почему-то мне кажется, что люди кладут больше денег. Ну, он дороже стоит. Покупают больше, потому что он надежный. То есть это очень важно, об этом никто не говорит. Вот я говорю, ни от кого больше не слышал, что риск реально 100%. Вот 100%. Это венчурный венчур, прям, который вот только может быть. Может ничего не случиться, а может и случиться. Если вы свои последние деньги вложили там, в покупку Ripple по $3, то есть, камон, извините. Да, нужно уметь контролировать свой риск. Если говорить, кстати, о перспективных альткоинах, да, перспективных альткоинах, то, наверное, этот год будет iOS и год Телеграма.
То есть, конечно, может случиться так, что год как криптовалюты, который будет, ее еще нету, то есть она может появиться и так стремительно вырасти, но реально все очень уважают Дэна Ларимера, кто сделал BitShares, он сейчас занимается iOS, и, грубо говоря, это может стать там конкурентом эфиру, действительно может, очень большие планы. Ну и Павел Валерьевич Дуров, мне кажется, тоже постарается выполнить все, что он пообещал в этом году. В такой ситуации где же искать эти точки роста и как же войти в рынок любителю, может быть, непрофессионалу? И что делать в дальнейшем? Да ничего не делать. Купить чуть-чуть биткоина, просто понаблюдать за ним. Чуть-чуть. На ту сумму, понимаешь, смотри, вот есть очень интересный подход. У тебя, условно, там есть зарплата. Если ты 10% своей зарплаты будешь вкладывать, к примеру, в покупку биткоина ежемесячно, каждое, не знаю, там, 10 числа, ты беднее жить не будешь. То есть, к примеру, там, зарплата там, 60 тысяч рублей. Если ты жил на 60 тысяч рублей, ты также проживешь на 54, ты не будешь там, с голоду умирать или как-то на уровень там, дискомфорта какой-то новый выйдешь. Но в какой-то момент эти 6 тысяч, плюс 6 тысяч, плюс 6 тысяч, плюс 6 тысяч, они за там, 5-10 лет с учетом там, роста или экстраполируя цену биткоина или развития технологий, они могут себе, не знаю, купить квартиру. Зарплата тебе не купит квартиру в Москве. То есть, да, что должно? То есть наследство какое-то упасть. То есть как вообще можно купить квартиру в Москве? То есть ты смотришь, за, не знаю, трехкомнатная квартира стоит там 20-30 миллионов, просто кусок бетона. То есть как это купить со средней зарплатой, не знаю, в Москве сколько, наверное, 1050, да? Наверное, побольше. Может быть побольше. То есть невозможно. Нужно искать какие-то пути. Пенсия, камон, чувак, какая пенсия? Тебе с телевизора говорят, что на пенсию вообще не нужно рассчитывать. Как бы что приходится? Приходится откладывать деньги и покупать биткоин. Как ты думаешь, произойдет ли этот безумный рост, аналогичный тому, что было в прошлом году? То есть возможно ли повторение? Я думаю, да. Смотри, в этом году, как мы уже выяснили, это год стейблкоинов, то есть наладится нормальный вход фиата в рынок, то есть вход денег людей. Потому что то, что происходило в этом году или в прошлом, это ненормально, когда люди там с чемоданами наличности в Москва-Сити стоят в очереди с охранниками и покупают эти биткоины там, за 10% там, дороже 15, там, 20 рынка, это булшит, то есть такого вообще быть не должно. Вот через гейтвей, через стейблкоины, через какую-то легализацию, не знаю, через Центробанк это будет, если говорить про нашу страну, это каким-то образом наладится и будет нормальный, понятный вход в этот рынок и также и выход. Пусть будет налогообложение, там, окей, whatever, как бы, будет понятные правила игры, чтобы войти и чтобы выйти. Туда придут много денег. И, на мой взгляд, еще может произойти очень интересное событие, что какая-то из стран, опять же, думаю, что это Скандинавия, какая-нибудь Дания или Финляндия, они возьмут в золотовалютные резервы и положат еще немножко биткоина. То есть произойдет некий прецедент. Потому что сейчас резервы у тех же центробанков, у Всемирного банка, там, у американского центробанка, европейского, они достаточно не диверсифицированы. То есть там какие-то облигации, там лежит кэш, там лежит золото, в принципе, и все. Никто не думал, что Япония возьмет и легализует криптовалюту. Это как снег на голову упало. Но вот то же самое, какая-нибудь страна возьмет из бывшего Евросоюза или из Евросоюза или что-то еще, и возьмет просто скажет, вот мы держим золото, доллары и биткоины. Тогда это будет следующий, знаешь, the next big thing, который может сдвинуть вот эти вот плиты. Есть очень много людей, которые очень купили биткоин дорого сейчас, на данный момент. То есть сейчас там цена его порядка $8000 за штуку. Что им делать, да? Да, как бы ситуация достаточно простая. Что делать вообще? Как вообще в этой ситуации знаешь, быть? В этом случае лучше не навредить. Вот, потому что мне часто же пишут всякие эти вопросы. И говорят, вот как ты думаешь, я купил там биткоин, вот конкретный вопрос, там цифры, может быть, немножко поменяют, но суть примерно такая. Я купил биткоин по 18 тысяч, вот он сейчас стоит там 7. Как ты думаешь, если я сейчас его типа продам за 7, он упадет до 4,
я там зайду, Да. потом еще я говорю, нет, надо, не да? трогай ничего, просто Жди. оставь это, и пусть оно лежит. Занимайся чем-то другим, не смотри каждый день цену, и если там появляются какие-то дополнительные доходы, можешь там по текущим ценам еще постепенно там покупать, усреднять, но ни в коем случае не нужно торговать. То есть торговля, это на таком рынке это очень большой риск. Естественно, когда у тебя нет ни навыков в риск-менеджменте, мани-менеджменте, да еще в трейдинге, хотя бы, да даже в интернет-гигиене, то есть какой-то элементарно, чтобы там пароли длинные делать, там, по биржам диверсифицироваться, то трейдить не надо. Потому что если вы вот просто начнете спекулировать, это казино 2.0, ну серьезно. Для большинства людей это реально казино. Практически все мои знакомые, которые подняли нормально денег в начале года, не из трейдерской среды, там, да, которые вложили, скажем, в биткоин там, по 800, они, ну, не знаю, 80% из них потеряло все свои деньги на этом падении, потому что они узнали, что такое маржинальная торговля, что можно брать кредитное плечо, что можно, грубо говоря, еще что-то делать, можно там, ну и все. И одно резкое падение вымыло всех сразу с рынка. То есть он там, не знаю, накопил там сотни тысяч долларов в этом биткоине, в росте он покупал, все было хорошо, а потом, когда рынок, он захотел больше доходности, там вложил одно ICO, оно обанкротилось, другое ICO он не успел выйти, потом он начал маржинальную торговлю, чтобы отбить те деньги, которые он инвестировал в ICO, в итоге он потерял все эти деньги и трейдингом больше не занимается. Это, то есть, такой собирательный образ как бы всех тех людей, которым посчастливилось заработать деньги в том году в начале. Спасибо, Толя, тебе за сегодняшний ликбез. Коротко, содержательно. Надеюсь, что всем нашим телезрителям он понравился, что информация, которую вы сегодня услышали, она будет полезна в целом в дальнейшем и будет применена и усвоена качественным образом. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Счастливо, друзья!